Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Что ждет или чего ждать? Что прояснится? Я такое могу предположить, потому что конец июля и до 10 числа, как раз первая декада, у нас попадает в ретро-Меркурий. И мы знаем, задержки в бумагах, задержки на транспорте, сбивчивая информация или противоречивая информация. Могут быть и фейки. И тут будет «доверяй, но проверяй». Но это я так попутно для тех, кто смотрит заранее, может быть. И постепенно, к середине месяца, вот эта путаница, она будет сходить на нет. И если была какая-то пауза, а тут может быть и пауза, потому что задержки могут быть, предположим, в каких-то встречах, в каких-то договоренностях, и даже банально, мои дорогие. Вы ждете, что кто-то позвонит, а телефон молчит. Вот и такое бывает. Или вы ждете, что кто-то откликнется вам, напишет, и опять же, какая-то пауза, какое-то молчание. По ретро-меркурию возможно все. Но я должна сказать, что, все-таки мы смотрим на период с 10 по 20, и еще, первые дни вот второй декады, они могут проходить в таких энергиях, как отголоски ретро-меркурия. То есть не сразу нам все начнут с 11 числа звонить. Правда, все-таки жизнь, она более такая разнообразная, многоликая. Но постепенно все равно жизнь набирает темп, набирает ход. И то, что прежде, э, было под знаком вопроса, здесь и вы можете прояснять, или, может, будет поступать какая-то нужная информация. Так вот, если вот этот такой период в затяжку, или когда что-то откладывается, что-то тянется, задерживается, какая-то вот белиберда, неразбериха, путаница. Если бы мы раньше воспринимали более колко, остро по отношению к самим себе, а здесь нам помогает 9 числа полнолуние. Называется осетровое полнолуние, полнолуние в Козероге. Оно нас умиротворяет. Поэтому даже если есть какие-то паузы, задержки, то нас это не ранит. Мы это не воспринимаем слишком болезненно. И это очень позитивный момент. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. Так что же там прояснится? Вот с этого мы и начнем. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Это гороскоп на август месяц. Перейдите, прочитайте более подробно для каждого знака зодиака. Почитайте по асценденту. Никогда ведь мы не знаем, откуда придут подсказки. Итак, мои дорогие тельцы, что ж тут у вас будет проясняться? Что прояснится? Что уйдет? Вот такую карту достанем. Не обязательно, что это кто-то уйдет или что-то вот буквально берет и уходит. Но может быть какая-то тема, которую вы и подведете в течение второй декады под знаменатель. Может быть, удастся вам согласовать, совершить, куда-то съездить, договориться. Так вот, что придет взамен? Как будто довести до логического конца. И достанем 3 карты как знаки судьбы. С чем это связано? Первый знак судьбы, второй знак судьбы. Какие события вас ожидают? Судьбоносные. А может быть, это, ну, такая тонкая подсказка, которую нужно услышать и принять во внимание. И достанем с вами карту «Совет». Итак, что же тут проясняется? Взаимодействие с конкретным человеком и пентакли. Тут может быть денежный вопрос, тут может быть у кого личное дело, хобби, которое вы именно посредством хобби зарабатываете себе, да, монетизируете, будем говорить. Или рабочая какая-то ситуация, которая все равно будет основана на взаимодействии. Двойка пентаклей, с одной стороны, карта жонглера. Может быть, есть вот та ситуация, в которой вы и видите, вроде ситуация идет и не шатка, и не валка. Или кто-то, вот как я говорила, молчит. И не да, и не нет. Или, может быть, даже в личной жизни. Но есть и еще и какие-то вопросы, которые касаются, ну, к примеру, для людей семейных. Какая-то нерешенная проблема по деньгам или по бумагам. Иногда пентакли обозначают бумаги тоже. Но, значит, вот эта двойственность или какая-то задвоенность, она у вас постепенно проясняется. Но если мы говорим жонглер, он же где-то и манипулятор. Может быть, есть какая-то тема, в которой вы
считаете нужным договориться, а все не получается. Давайте мы немножко проясним. Мелкая сама по себе карта, но, кстати, она дает, знаете, какой совет сразу? Телец, будь легок на подъем. Вот что проясняется. Значит, будет какой-то момент, пункт в течение 10 дней второй декады, когда вам действительно, не мешкая, надо оставить какую-то рутину и вот так вот спонтанно какой-то маршрут и совершить. Может быть, разговоры какие-то. С чем это связано? Что это за двойка пентаклей? Еще одна двойка жезлов. Я вам хочу сказать, вот как действительно какая-то была пауза, задержка, или по делам рабочим, или денежным. И вот это именно проясняется. Может быть, почему она произошла как задержка, или мелкие карты, почему было меньше денег. Может быть, как прибыль ваша, вы ожидали больше, а получили меньше. Вот тут по разным причинам. Значит, вот и эта ситуация проясняется. Или, я бы сказала, по двойке жезлов, это словно два жезла. Это, знаете, вот как вы шли по дороге, и вроде чисто поле вокруг, но попадаете как в врата, когда на тропинке или на тропе по бокам стоят справа-слева один жезл, еще другой. И изображают такие вот символизированные врата. Так вот, врата – это всегда дорога в будущее. И мы планируем будущее по двойке жезлов. Но это не то, что оно вот буквально следующий момент наступит. А нет, это какое-то планирование, потому что уже определенный жизненный путь пройден, какой-то жизненный этап пройден. Но это спокойные тоже, мои дорогие тельцы, энергии. А ведь правда, выход из какого-то паузы, застоя, или, по крайней мере, вы будете знать, куда идти дальше, или почему сложилась вот эта ситуация, почему у кого-то по четверке мечей будет именно в этой колоде, посмотрите, нам как сердце электрическое такое, да, ну, где-то как не настоящее или как даже игрушечное. И девушка у нас свернулась калачиком и просто предается воспоминаниям, нет натурального чего-то, а есть именно в виде воспоминаний. И эти воспоминания нам напоминают, как, ну, какой-то момент нашей жизни, когда мы сами думаем: а вообще это было или мне показалось? Вот что-то такое, есть какая-то история, может быть, и личная. Я такое допускаю. Но я должна сказать, по четверке мечей мы и сами никуда не торопимся. Поэтому, может быть, шаг за шагом проясняется, почему какое-то дело становится на паузу. Или как работает какая-то система. Хотя при том, при всем, двойка пентаклей, первая карта, я говорила, возможно, вам придется быстро какие-то поездки совершить, согласование, встретиться с нужным человеком или переговоры какие-то тоже не отложить на потом. Вот все то, что какое-то длительное время, смотрите, все три карты неторопливые, в принципе, которые не говорят о таком существенном прорыве. И значит, вот почему был в моей жизни застой? Я бы сказала так. Ну, может быть, не у всех застой, а просто у кого-то небольшая пауза, заминка. Но здесь тоже вы будете эти вопросы прояснять. Так а что же уйдет? Да это вы сами уйдете. Потому что либо обстоятельства вас вынудят что-то переиграть или куда-то отправиться, либо вы получите какую-то новость. И вы понимаете, что вот теперь это как новый, действительно, жизненный этап. И если прежде мы словно в окно только наблюдали, как там жизнь течет за окном, а теперь посмотрите, на полной скорости нам молодой человек показан, он словно выбрал направление и спешит уже к своему мотоциклу, потому что уже как бы не хватает скорости. Сейчас он сядет на мотоцикл, и еще скорости будет больше. И я говорила, в середине месяца у нас может что-то ускориться, а к концу месяца только держись, наверное. Ну, это мои мнения такие, можно не соглашаться. Это я больше из астрологических аспектов рассматриваю, могу, по крайней мере, такое предположить. Но то, что, вот смотрите, пауза была, вроде ничего не происходит, да, постепенно что-то проясняется, тем не менее. Может быть, и вы находите нужную информацию, или все-таки еще и какая-то обстановка, но это вот в неспешных все-таки больше энергиях. А вот что уйдет? Видимо, есть какая-то тема, которую это вы не захотите именно продолжать.
Но для того, чтобы решить тот или иной вопрос или поставить в чем-то точку, или словно разложить все по полочкам, по местам. Для вас какое-то либо путешествие, может быть, и недалекий путь в какую-то организацию, учреждение, подписание каких-то бумаг. Вы к этому еще, ведь это все таки у нас рыцарь мечей. Может, иногда он свидетельствует о том, что либо человек конкретный приходит к нам, либо мы сами к какому-то человеку идем. А также это может быть и какая-то новость, которая вас ускоряет. Может быть, и будет Его Величество случай, который, если мы сложим все 4 карты, вот была какая-то тема замшелая такая, да, и вроде бы вы хотели уже, может быть, когда-то прежде, и смотрите, 3 попытки делали по какому-то вопросу, вот я могу такое предположить, а воз и ныне там. Вас постоянно как будто отбрасывало назад. Ну, видимо, здесь может прийти либо информация, либо вы сами какой-то пазл сложите и начнете активничать именно для того, чтобы вот эта ясность, она уже теперь воцарилась. Что же придет взамен? У вас завершается какая-то очень длительная, долго тянущаяся, может быть, отчасти даже нудная ситуация или вопрос, который все не то и вроде бы и не завершился, но и прогресса не было. Теперь этот прогресс активизируете вы, как мы сказали, но, видимо, поначалу, что придет взамен. Карта того, чего нет. Девятка мечей– это искаженное восприятие. Нам только говорят «открой глаза». Есть сожаление. Может быть, не на 100% именно в том формате или в том ключе, как вы это себе представляли, хотели, но и все же «открой глаза» нам говорят, потому что здесь реальность, она другая. Так а что же в реальности? То есть вы можете по какому-то вопросу сомневаться. Ага, а вы будете сомневаться, потому что выбор, мои дорогие тельцы. Причем такой выбор сложно сделать. Словно 7 чаш, а выбрать нужно одну. Я когда смотрю на эту карту, я вспоминаю детскую считалочку. Раньше такое было, да, когда мы затруднялись сделать выбор. Мы какую-то фразу говорили или, ну вот, как нам себе помочь выбрать вот это, да? Вот поэтому тут разные способы, может быть, вы будете применять, чтобы вам тут надо с чем-то определяться. Так что же придет взамен? И выпадает старший аркан «Отшельник». Вы знаете, вам никто не мешает. Вторая декада августа, точно. Не мешает тут самому себе бы не помешать. И отшельник– это мудрец. Это тот, который все тайны распутывает, кому обращаются за советом, кому могут обратиться и за помощью, если какая-то сложная житейская ситуация, как вот понять, разобраться или как поступить. Отшельник, он всегда немножко сам по себе. Вы словно выбираете себя. У вас получается что-то сделать для себя очень правильно и хорошо. Но, мои дорогие тельцы, я не вижу, что это сделать будет вот так легко. Потому что вы уже как будто привыкли, что ничего не меняется в каком-то вопросе. И вдруг Его Величество какой-то случай или новость может все перевернуть. И взамен мы говорим, да, что придет. Вот смотрите, какие-то сомнения. И тут самое главное по девятке мечей, знаете, не устроить себе глубокую философию на мелком месте. С другой стороны, по семерке чаш это иллюзорный успех. То есть нам может казаться что-то. И только отшельник вот так рационально. Он между 2 эмоциональные карты, никакой конкретики. И вот вам придется что-то выбирать. Поэтому и выбор, наверное, не такой простой. И это не должно быть как подсказка, какие-то ваши прежние переживания или сожаления о чем-то. Но точно так же и розовые очки нельзя одеть. Вам как отшельнику, как мудрецу. Знаете, такой холодный ум, трезвый рассудок, интеллект, мои дорогие. И это карта независимости. Поэтому в центре ваша независимость. Я так думаю, что тут какая-то тема для вас может решаться. Или открывать перспективы. Может быть, первые шаги вы будете делать, что-то узнавать. Давайте знаки судьбы. Да, по восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Сидела девушка возле вот этого огня такого искусственного, который был в чаше.
поддерживала его. И вдруг в какой-то момент она понимает: "А чего же это я тут сижу?" Когда есть солнце, и она идет по направлению к солнцу. Вы меняйте направление. Что-то у вас важное может стоять на кону в эти 10 дней. И это начинается с вашего решения. Тут потом подыгрывает вам словно и пространство, какую-то возможность. Но то, что выбор будет, это факт. Но я вижу как знак судьбы: выбирай себя. Выбирая независимость, но и не упуская какую-то возможность. Вот все таки возможность, вот как это солнце, которое оно не вот этот, огонь, очаг, который в руках, да, который вроде ближе, вроде бы и греет, а это что-то более весомое, это что-то более важное. И ведь солнце, мы говорим в картах Таро, это символ выбора правильного направления. Причем вы можете делать такой выбор, и этот выбор будет характеризовать вашу жизнь в течение 6-8 месяцев. Вот я могу такое предположить. Второй знак судьбы. У кого-то это дела домашние, дела семейные, король чаш. Помните, что вам явно придется искать баланс. И коль уж выпала эта карта, и король чаш или кубков, это у нас единственный персонаж в колоде, который уравновешивает эмоции и материализм. Все то, что составляет наше благополучие. Если вопросы нужно решать рационально или буквально денежные вопросы, ну там тоже не до эмоций. Может быть и покупки какие-то. Может быть это вопросы, связанные с переездом. Вот я такое тоже для кого-то могу допустить. Или встреча с любимым человеком, встреча с семьей, когда вы съезжаете с семьей, а кто-то наоборот, может быть, разъезжается, дети выросли, хотят жить отдельно, и это правильно. Но, значит, если вопросы чувств, то мы меркантильность вот эту холодную, черствую туда не примешиваем. И наоборот, если это вопросы, которые требуют конкретики, то туда не надо все вместе, как будто в одну корзину, и камни, и яйца складывать, и тогда путаницы не будет, вот буквально так. Но все-таки король чаш– это карта любящего человека, поэтому для тех, кто в паре, мои дорогие, для тех, кто человек семейный, я тут вижу, вы вместе со своим партнером можете какой-то очень интересный план придумать. Что-то вы тут захотите продолжать. Может быть, соберетесь ехать в путешествие. Или что-то тут, ну, то, что вот, короче, вам двоим интересно, вы можете быть тут сообща. И словно высшие силы тогда это благословляют. И я должна сказать, мои дорогие тельцы, в плане личной жизни это очень доброе время. Единственное, может быть, для тех, кто один или одна, маленькая подсказка: до конца 2025 года будьте, ну, как разборчивы в связях, будьте внимательны, потому что есть вариант познакомиться с таким человеком, который, знаете, пафосный или красиво говорит, или вам кажется, что душа словно поет и откликается. А это может быть какой-то и прохвост, между прочим. И неважно, мужского или женского пола. То есть тут могут люди выдавать себя за кого-то другого. Или создавайте себе такую иллюзию, чтобы мы о них думали лучше, чем они есть на самом деле. Но для тех, кто, повторюсь, в паре, для тех, кто вы уже знаете друг друга, изучили, может быть, даже, вот здесь какой-то может быть очень волшебный период. Третий аркан или третий знак судьбы– умеренности. И это старший аркан. Вот смотрите, видимо, в эту декаду то, что само идет в руки, может быть, вот как я говорила, или человек к вам приезжает, или вам куда-то необходимо отправиться, или вы получаете новости, известия. То есть то, что приходит к вам, мои дорогие тельцы, как возможность, как вот вариант, который вы именно теперь должны просчитать, просмотреть, может быть, попробовать, примерить словно на себя. Вот тут нужна ваша активность. Но сказать, что мы какую-то прошлую историю начинаем реанимировать, та, которая уже закончилась ничем, но это я так попутно. Потому что по аркану умеренности мы тут сами именно, когда инициируем, мы тут ничего не можем ускорить. И поэтому, видимо, в эту декаду у вас будут сочетаться как и энергии скорости по некоторым вопросам, так и есть и другие вопросы, которые тоже быстро мне решаемы. И, может быть, это оформление каких-то важных бумаг.
И тут все идет по регламенту, потому что, опять же, старший аркан – это какой-то порядок или взаимодействие с теми людьми, на которых мы не влияем, или то, что нам люди говорят, например, как нам нужно действовать. Но если вы решаете какой-то серьезный вопрос, и официальное лицо вам говорит, ну, допустим, по времени, сколько это может продолжаться, или какие надо документы приготовить дополнительно. Вот тут не надо пытаться обходить эти углы или что-то ускорять, все равно ничего не получится. Поэтому где-то есть и паузы, мои дорогие, где-то есть и ускорение. Так, если мы по скорости смотрим этот период. Ладно, карта совет. Но все то, что я только что сказала. И прошлое, оно пытается от вас оттолкнуться. Как будто поэтому и не надо что-то реанимировать, то, что, ну, не сложилось, не срослось. Или какой-то период существовало, а теперь, ну, уже все. Это не продолжается. И знаете, мои дорогие тельцы, в течение 2025 года у вас будут такие энергии, когда, ну, может быть, кому-то эта подсказка поможет. И это чисто планетарно. Некоторые люди будут уходить из вашей жизни. И если это так происходит, я не имею там в виду какой-то аркан смерти. Я же думаю, все правильно понимают, что это аркан трансформации, прощание с прошлым, завершение, окончание. Так вот, если кто-то пытается уйти из вашей жизни или какая-то история, но она не сложилась, какие бы ни были сожаления, какие бы там не были, точнее, планы, может быть, вместе когда-то строили, но если словно сам какой-то другой человек пытается, да, завершить с вами какую-то историю, не держите. Потому что ваша где-то и основная задача – уметь отпускать, очищать свое пространство и встречать новых людей. Именно для вас, мои дорогие тельцы, вот такая смена декораций и персонажей. Она может быть до конца года. Просто будьте к этому готовы. И аркан ведь смерть как раз и говорит, что идет трансформация. И это не бывает никогда быстро и никогда не бывает безболезненно, к сожалению. Потому что мы вынуждены что-то отпускать, и чаще мы привыкли к этому. Поэтому будьте мудры, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я надеюсь, что наш прогноз вам чем-то помог. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.